Что общего между телефоном на операционной системе Android и сервером Compeng 920 от компании Huawei? Все верно. Это архитектура процессора. Архитектура ARM64. Итак, друзья, с вами на связи специалист компании ServerFlow. И как вы уже догадались, мы сегодня попытаемся установить операционную систему Android на ARM сервер. И также мы ответим сегодня на вопрос, можно ли, используя всего лишь один ARM сервер, создать мобильную ферму и запустить на ней множество копий операционной системы Android, и что из этого получится. Итак, друзья, давайте приступим. Друзья, важная информация. В данном ролике мы не ставили себе за целью создать готовую к продакшену Android ферму. Здесь мы всего лишь демонстрируем возможности запуска Android на сервере ARM. Если вас интересует эта тема, вы пишите комментарии, и в таком случае мы продолжим движение в этом направлении. Спасибо всем, переходим к ролику. Но перед тем как начать, давайте определимся с терминами. Docker – это технология, которая позволяет упаковать приложение со всеми его зависимостями в изолированную среду, так называемый контейнер. Мы будем использовать его для запуска Android. ADB – Android Debug Bridge – это инструмент командной строки, который позволяет удаленно управлять Android устройством с компьютера. Мы будем использовать его для подключения к нашему виртуальному Android. SCR CPU – это такая утилитка, которая зеркалирует экран Android устройства на компьютер и позволяет управлять им с помощью мыши и клавиатуры. По сути, это аналог VNC или RDP протокола, с определенными, конечно, оговорками. Итак, для настройки сервера нам необходимо к нему подключиться по SSH. В качестве операционной системы у нас установлена Ubuntu 25.04. Версии ниже сюда, к сожалению, поставить не получается. Если у нас докер еще не установлен, то давайте выполним его установку. Для этого уже воспользуемся всем известной командой apt-install, в данном случае docker.io, docker compose. Далее нам необходимо установить некоторые важные пакеты, а также подгрузить модуль ядра, в частности модуль Binder, который критически необходим нам для работы, без него у нас ничего не запустится. После этого переходим к самому важному, это непосредственно запуск Android. У нас есть несколько проектов по запуску Android в Docker, но один из самых стабильных и развивающихся это Redroid. Я его и решил использовать. На странице проекта есть список готовых образцов с разными версиями Android. Для примера мы возьмем Android 14. Команда для запуска будет выглядеть так. Вы ее можете видеть на экране. Итак, что здесь к чему? Первое это директории, проброс директорий. Дата это означает, что мы пробрасываем директорию из нашего сервера в контейнер. Эти директории для каждого контейнера должны различаться. Это очень важно, иначе у нас не произойдет запуск. Далее у нас есть порты, мы видим. 5555. Это порт, через который мы будем подключаться к нашему Android устройству по сети. Он также важен. Его мы будем использовать далее. Для запуска нескольких копий Android нам необходимо подправить данные директории хранения, то есть дата, допустим, дата 1, дата 2. И также нам необходимо подправить номера портов. И только тогда у нас произойдет запуск следующих копий Android. И что самое важное, не забываем создавать эти директории у нас на сервере. С сервером мы закончили. Теперь давайте перейдем к нашему рабочему компьютеру. Нам необходимо его настроить, чтобы подключаться теперь к нашим запущенным экземплярам Android. Для этого нам необходимо установить Android Debug Bridge. Он находится у нас в репозитариях. Соответственно, мы выполняем команду apt-install Android Tools ADB. Следующим этапом нам необходимо установить утилиту srcpu. И тут у нас есть два пути. Первый это поставить ее из репозитариев. Как правило, она есть в репозитарии, по крайней мере Ubuntu, Debian она имеется. Но есть один маленький нюанс. Она устаревшей версии в репозитарии. Соответственно, если мы захотим подключиться, допустим, к Android 15, Android 16, то у нас ничего не выйдет, потому что утилитка устаревшая. И вот второй вариант это собрать ее из исходных кодов. Давайте мы это и сделаем. Для начала нам необходимо установить все зависимости. Список вы их видите на экране, также это будет в описании к видео. Теперь давайте клонируем репозитарий. После клонирования перейдем в директорию srcpu и выполним команду install release sh. Все готово. Теперь мы можем подключаться к нашим экземплярам Android с помощью ADB. Для этого нам необходимо указать IP-адрес нашего сервера и порт, который мы открыли при запуске контейнера. Соответственно, если у нас много контейнеров, мы указываем соответствующий порт. И, как видим, соединение у нас установлено. Теперь просто запускаем утилиту srcpu. И у нас открылся наш главный экран. Также мы можем указать утилите непосредственно наш IP
и порт сразу в командной строке, и она к нему подключится. Теперь давайте немножко посмотрим полезных команд. ADB Devices – это покажет всех подключенных устройств. Также мы можем устанавливать APK-файлы непосредственно на наши виртуальные Android. Это, кстати, нам очень важно, потому что Android у нас чистовой, и никаких там плеймаркетов не существует. Соответственно, команда ADB Install и наш файлик APK установит APK-приложение прямо в наш Android. Далее мы с ним сможем взаимодействовать. Друзья, теперь немножко тестов. Первым делом запустим утилитку AnTuTu и вполне себе удивимся, что она показывает нам все 128 ядер, всю оперативную память, которая доступна серверу, а также распознает корректно тип нашего процессора, что, кстати, не распознает сама хост-система Ubuntu. Более данная утилита нам не поможет. Она практически всегда падает при тестах. Более-менее стабильно работает утилита Geekbench 6, но ее результаты несколько печальны, как для такого сервера, и в этом есть объяснение. Дело в том, что если мы посмотрим на загрузку ядер, грузятся по непонятной причине не все ядра. Соответственно, результаты мы получаем достаточно печальные. Далее я установил Яндекс.Браузер. И он как браузер в принципе работает, за одним небольшим исключением. Видео он воспроизводить не может. Это связано либо с некорректно собранным докер-образом, либо с отсутствием аппаратного ускорения. Друзья, на этом наш ролик подходит к концу. И давайте мы с вами подведем итоги и ответим на вопрос, который задавали. Можно ли данный сервер использовать как Android фирмы? Краткий ответ – да, использовать можно, но это потребует серьезных программных доработок. Нужно понимать, что в данном случае для тестов мы использовали кем-то собранный докер-образ, соответственно он мог содержать ошибки, и мы получили такие достаточно спорные результаты. Так что, если вас эта тема заинтересует, пишите, мы рассмотрим вариант ее более развить и продолжить. А с вами на связи был специалист компании ServerFlow, и до новых встреч!